Всем привет, мои хорошие подписчики моего канала Лорочка Шьет. Я расскажу для тех, кто не знает, что я не просто так веду эти уроки. У меня очень много лет практики, много лет работы с очень классными изделиями, так как я работаю с 81 года. Мои навыки наработаны многими годами, мои хорошие. Я с каждым годом продвигалась, училась и познавала что-то новое, создавала, училась у многих дизайнеров, чтобы знать много новых технологий. Затем я начала придумывать сама уже технологии, так как не все технологии, как раньше, они были очень такими однообразными, с наметками, с клеевыми, там, с бортовками, выстегиванием. В общем, это все немножко как бы отходит, но, конечно, выстегивание, подбортов. Я вообще верхник верхней одежды, верхней женской детской одежды. И много у меня есть навыков, и я хочу с вами поделиться своими многолетними навыками, моими изобретениями, моими идеями, по которые я создаю сама в той или другой вещи, и это все подхожу к этому творчески и делаю так, чтобы было очень красиво и комфортно, и гламурно, можно сказать. Из ничего, с дешевой ткани можно сделать шикарную фирменную вещь своими руками. И, естественно, это будет называться моя как бы фирма Лорочка Шьет, бренд мой Лорочка Шьет. И так я решила поделиться, делиться со всеми своими навыками, своим опытом, своими накопленными знаниями, которые с 81 года, это уже как я училась, но еще со школьной скамьи я уже любила эту свое призвание. Это, как говорится, я родилась с этим. И, мои хорошие, вы видите мои уроки. Если вам нравится, вы подписывайтесь на мои видеоуроки, вы много чего увидите, узнаете. Я еще в 10 классе обучалась на курсах кройки и шитье, так что у меня очень такой большой объем знаний и в крое, и я могу покроить с закрытыми глазами, как говорится. И, конечно, к любой вещи я нахожу свой индивидуальный подход, чтобы она смотрелась супер-пупер. И каждой вещи я подбираю технологии и работаю с ними так, чтобы было комфортно. И для того, естественно, чтобы было качество и меньше затраты времени на ту или иную обработку. Естественно, сейчас наметки я не применяю, потому что оно лишнее практически, оно забирает время, и это просто лишнее.
очень редко, где, допустим, там подбор выметать, и то сейчас есть разные технологии разутюживания, сутюживания и клеевые, так что это все фиксирует, и практически наметки никто практически сейчас не пользуется. Это первое мое правило. И я, конечно, нахожу упрощенные виды, упрощенные технологии, чтобы было и качественно, и красиво, и гламурно. В общем, это все. Ну, это предисловие, прошу прощения, что я так отвлеклась, но некоторым, может, кто не читал мое оглавление, то, конечно, вы не можете знать. Но я вам напоминаю, что я не просто придумываю эти технологии. Это многими-многими годами накоплено мои знания, и я применяю все для того, чтобы упрощать технологии и чтобы было качественно. Ну, на сегодняшнем уроке благодарю за то, что вы прослушали меня, послушали. И, конечно, вы подписываетесь на мой канал Лорочка шьет. Вы увидите много чего интересного для себя. А на сегодняшнем уроке я хочу показать, ну, вы уже видели на предыдущих уроках, которые я вам показывала, все технологии, все обработки, которые мне нужны. Сегодня которые я применяла именно на том костюме, что я обрабатывала в данный момент. Сегодня я хочу вам показать, как наклеить стразы, вот такие вот. Это трафарет такой вот. И у нас есть такие мастера, которые делают матрицы и с камней Сваровских выкладывают различные рисунки. Ну, вот такой вот рисуночек я купила. Это у нас в Одессе наши творческие люди, компании, которые изготавливают такие трафаретики. И этот трафарет мы можем наклеить на мою спортивную эту кофточку, так как мне хочется ее как-то развеселить, чтобы она была более немножко такой веселой и, ну, не такой унылой. Серый цвет он так немножко как бы немножко приугнетывает. А вот этот вот серый есть серый, серая мышка. А этот рисуночек будет как бы его освежать и будет делать какое-то такое веселое настроение. Я люблю вещи, чтобы несли позитив и было очень красиво и необычно, не так, как у всех. Ну, я всегда так люблю делать, не так, как у всех. Сейчас я включу утюг. Я прошу прощения. Включу утюг. И я в этих штанишках, которые я шила, вот то, что я уже вам показывала, весь результат, который мы краили по старым штанишкам, я всегда... Я то могу покроить по по расчетам, по формулам, но я вам показываю для того, чтобы вам было легко. Не каждый разбирается в расчетах, а девочки, те, которые хочется пошить и быть и что-то себе новенькое сделать, это доступно. И я показываю, как с любимых своих старых штанишков сделать себе что-то новенькое. И я вам показываю результат для того, чтобы вы не боялись, потому что ровные швы, все на месте, баланс брюк правильный, и вы не бойтесь. Главное,
придерживаться тех правил, которые я вам объясняю, которые были наработаны многими-многими годами. Можете посчитать, это с 81 года я профессионально занимаюсь этим творчеством. Индивидуальный, тем более пошив это был. Я практически очень не люблю массовку, так как я люблю творчество. И я беру этот, отвлекись, утюг уже нагрелся. Я беру вот этот вот трафаретик с камней Сваровского. И что они делают, что они нам предлагают? Во-первых, нужно найти серединку на нашей кофточке. Обязательно серединочку нужно найти. Обязательно. Потому что если серединку не найти, нам, конечно, не будет все это, как говорится, симметрично не будет. Лучше найти серединку. Так, ну, если бы, конечно, этот рисунок можно было произвольно, то можно было бы произвольно. Но лучше найти серединку. И сейчас я вам 32. Вот так вот, чуть-чуть. Вот так вот. Все. И я снимаю одну часть, которая основа держится на этом рисуночке. Оно клеющееся. Здесь ничего не нужно применять. Вот так вот аккуратненько вы снимаете. Наши умельцы это придумали. И так же само здесь серединка вот здесь вот и вот здесь вот я примерно вот так вот нашла по рисунку серединку. И вот так вот я выкладываю на намеченную здесь серединку. И серединка вот здесь вот. Тут чуть-чуть якорь у меня будет на кармашике. Вот так вот. Вот все это до тонкости проверяю. Оно клеится, оно как скотч. Это они так придумали такую технологию, которую не нужно вот это вот выкладывать рисунок. Это занимает очень много времени. Если вы видели на изделиях такие рисуночки, трафаретики, то вы теперь будете понимать, как это делается. Сейчас я возьму бумагу А4 и желательно пока через А4 поутюжить. И нужна температура. Большая температура, и нужно отстаивать, чтобы, потому что они там, эти стразики они наклеют такое, в общем, там технология, своя технология. Я не вникаю в это. Я знаю, что я много вещей наклеиваю, и вещь, как вроде бы она невзрачная, такая серенькая, но в итоге это становится прекрасным результатом, когда такой вот рисуночек, стразы такие, камни Сваровских тем более, очень красиво. Есть разные рисунки, матрицы. Они придумали, молодцы ребята. Мне очень нравится. Это у нас такие умельцы есть в Одессе. Молодцы. Вот так вот отстаиваете. Не бойтесь, потому что температура, она требует эти стразы температуру. Есть такие стразы, которые
по чуть-чуть наклеивается по одной, но это очень долго рисунок делать. Это лучше заплатить 100 или 200 гривен за прекрасный рисунок с камней Сваровских. Но будет выглядеть вещь просто замечательная. Я вам на следующих уроках покажу, какие есть я. Они там такие вещи выделывают. Молодцы. Ну, в общем, это, наверное, достаточно. Хватит мне. Вот. Приутюжила. Можно еще чуть-чуть. Даже можно по этому гладить. Тоже по этой пленочке тоже можно гладить. Но желательно. Вот оно, видите, уже зацепилось. Так, а где оно цепилось, нужно поправить. Вот. И все. И вот такой вот результат. Вот оно уже отклеивается. Где есть, вот даже в горячем. Ну, очень-очень аккуратно. Этот рисунок у меня уже давно. Он уже лежал очень много лет. И может где-то повредилось, но сейчас я пока трогать не буду. Пускай оно чуть-чуть остынет. Оно недолго все это обрабатывается. И вот такой вот готовый вид. Все, я могу уже даже это все. Вот такой вот результат нашего якоря. Камни Сваровских. Есть, конечно, более еще качественные. Есть немножко дешевые камни Сваровских. Это прекрасные просто вот трафаретик такой. Он украшает, очень украшает изделие. И придает богатый вид такой. Уже оно такое не тусклое. И вот так вот я с вами поделилась вот такой вот идеей, маленьким моим секретом, который действительно не все знают, как это делается, но оно очень качественное, и даже после стирки в машине очень сохраняет свой рисунок. Ну, естественно, со временем, конечно, оно состирывается, но во всяком случае оно держится просто замечательно. Вот такой вот рисуночек я сейчас одену на манекен, и вы глянете, как это хорошо, классно смотрится. Мне очень это нравится. Вот какой прекрасный результат. Это просто замечательно. Я нашла в своих этих запасах, можно так сказать. И вот такой вот рисуночек просто супер. У меня где-то был синий, но я где-то уже использовала. Но этот тоже классный, мне нравится. Видите, как красиво смотрится этот прямо вот по длине. Супер. И сразу вещь придала такую вот веселость. Мне очень нравится. Я довольная, что я вот придумала и вспомнила, что у меня есть эти камни Сваровского трафаретики. И они очень-очень классно. Просто Одесса. Она Одесса. Одесса, мама. Вот. И все. Наши умельцы, наши талантливые люди придумали вот такие вот несложные, что вот это вот они вот такие вот трафаретики, просто замечательно. Я очень уважаю этих людей, которые это все делают. Я просто, когда прихожу, там глаза разбегаются,
столько рисунков, столько еще есть просто с резины. Ну, в общем, много чего. Ребята, это девочки, мальчики, в общем, это просто супер. Я не рекламирую, но я, когда вот это вот все наклеиваю, я их вспоминаю. У меня много чего накуплено. Я везде наклеиваю. У меня есть даже платье Apple, там яблочко. Да, я, кстати, одену это платье, и вы посмотрите. В общем, я очень довольна результатом. Костюмчик готов. И я просто вот от чистого сердца вам показала, как я это все эти узлы выполняю. И вы видели, что двое брюк, одни широкие, одни узкие, и верх вот такой вот. Я еще хочу сделать просто такую спортивную на змеечке. Я вам покажу, как еще эта технология кроится на змеечке и еще с резиночками. Точно я покажу вам этот способ. Тоже у нас делают такие резиночки готовые. Тоже очень классно. Просто супер. И никогда не скажешь, что это пошито просто дома, в домашних условиях, не на производстве. Все, мои хорошие, я с вами поделилась своим таким интересной идеей. И то, что вы можете себе купить такие же трафаретики на невзрачную, допустим, спортивный костюмчик, он невзрачный, но вы украсили это или там, ну, неважно, есть и резиновые, есть черные, есть со стразами, кому не нравятся стразы, то можете другими рисуночками, но, в общем, это дело фантазии, и можете украсить свою вещь прекрасным таким трафаретиком, и вы будете на высоте. Даже, допустим, у вас есть готовая вещь, и вы можете это сделать. Вы купили готовую вещь, но вы хотите что-то такое, изюминку какую-то сделать, чтобы было не так, как у всех, чтобы не было одинаково. Допустим, у кого-то одинаковый костюм спортивный, и вам не хочется выглядеть в одинаковых. Вы себе наклеили, и вот, пожалуйста, у вас другая вещь. Все, мои хорошие, я очень благодарна, что вы просматриваете мои каналы. Я с вами в потоке. Подписывайтесь на мой канал Лорочка Шьет. Вы будете видеть предыдущие уроки и следующие. Много еще уроков, которые я вам покажу на следующих уроках. Но если вас интересуют все технологии по спортивному костюму, там пальто есть, вы можете это все просмотреть. Так что много еще работы, планов много, мои хорошие. Я очень-очень благодарна вам за просмотры. И я сердечно вам рассказываю свои накопленные знания многими-многими годами. Это с потолка не взялось. Это все накоплено многими-многими годами, мои хорошие. И я решила с вами сердечно поделиться. И мне приятно, когда вы пишете мне благодарности, что вы оцениваете мою работу. Это очень приятно. Все, мои хорошие, посылаю вам безусловную любовь и благодарность за ваши просмотры, за ваши лайки, за ваше внимание и за ваше уважение ко мне. Всем пока-пока, мои хорошие. Посылаю безусловную любовь
вам и Вселенной. Всем пока-пока, мои хорошие. Всех благ.